Всем привет, ООЗ на связи. В этом видео рассмотрим прокачку здоровья. Здоровье является очень важным показателем в битве. Об этом знает любой маломальски разбирающийся геймер и не только. Ведь чем здоровее будет ваше войско, тем тяжелее будет его убить. Начнем с Академии наук. В разделе «Военное дело» есть ветка «Выправка», которая имеет 5 уровней. Выправка 1 увеличит ваше здоровье на 3%. Выправка 2 на 5%. Выправка 3, 4 и 5 увеличит ваше здоровье на 7% каждая. В итоге имеем 29% здоровья из раздела «Военное дело». Также в Академии есть раздел «Битва», в котором тоже есть ветка здоровья. Здесь вы можете увеличить свое здоровье еще на 7%. Прибавляем к уже полученным 29, получаем 36% из Академии наук. В Храме цивилизаций также можно изучать науку, которая называется «Дух предков». И здесь мы увидим 4 ветки науки для каждой цивилизации. Стоит отметить, что все 4 ветки работают на любой цивилизации и все показатели будут суммироваться. Здесь можно увеличить здоровье каждого вида войск аж на 16%, но количество камней с каждым этапом будет расти. Например, 5-й этап требует 128 200 кристаллов цивилизации. Последние этапы будут требовать очень много, и даже донатом тяжело и дорого прокачивать этот атрибут. В итоге, прокачав все 4 ветки, можно выжать по 16% на каждый вид войск. Также в каждой ветке есть раздел «Легион», в котором также есть выправка, которая добавит нам еще по 5%. Едем дальше. Башня древних. Здесь тоже много интересного. Начнем с книги Вечной жизни. Здесь есть 2 ветки выправки. Одна увеличит здоровье на 4% и будет требовать немного камней науки. Другая же даст возможность поднять здоровье на 10%, но будет требовать очень большое количество камней. Предпоследний уровень, который даст 8%, у меня требует 342 610 камней науки. Боюсь себе представить, что будет требовать последний уровень. Следующая книга – это книга войны. Здесь также есть 4 раздела для каждого вида войск, где мы сможем увеличить наше здоровье на 5%. Переходим в книгу баланса. Здесь нам нужен 2-й подраздел, в котором можно увеличить здоровье на 10%, и 3-й подраздел, где мы добавим еще 5%. Уверен, что требования по камням науки здесь тоже будут бешеные, но, как говорится, где наша не пропадала. Теперь самое интересное. Книга пограничной жилы также добавляет нам по 10% здоровья каждого вида войск. И эта книга работает в оригинальном королевстве, так что можете заняться ее изучением. Далее рассмотрим способности лорда. Здесь здоровье также прокачивается для отдельных видов войск. 5% для пехоты, 5% для пехоты, еще 20% для пехоты и еще по 20% для луков, коней и катапульт. А также есть способность, которая прибавляет 21% к общему здоровью. Практически то же самое мы видим в способностях героя. Например, у Кристины также есть 5 и 20% здоровья пехоты, и по 20 для лучников, кавалерии и колесниц. Аналогичные способности имеются у всех универсальных героев: Кристина, Бастион, Пожиратель душ и Сельма. Плюс ко всему, у некоторых героев есть активные навыки, которые работают независимо от того, взяли ли вы героя в поход или нет. Скиталец ветра. 2-я звезда открывает нам навык Божественный стрелок, который добавляет 20% к здоровью лучника. У Кристины 3-я звезда дает нам навык Тяжелая броня, который добавляет 10% здоровью кавалерии. Но этот навык работает только в том случае, когда Кристина идет в поход. Также активный навык есть у героя Воин Пустоши. Называется он Рев, и добавляет он 40% к здоровью пехоты. Ну и еще один активный навык, который добавляет 30% к здоровью лучника, называется Полный сил, у героя Стрела Бога Любви. Еще один вариант, где можно улучшить здоровье, это Дракон Ската.
Открываем навыки дракона и видим здесь навык крепкое здоровье, который добавит нам 23% здоровья луков. Этот навык открывается на 20 уровне. Когда ваш дракон достигнет 35 уровня, вам станет доступен навык благоденствия, который увеличит общее здоровье ваших войск на 20%. Далее поднять показатель здоровья войск можно с помощью продвижения войск. Нажмите на любую казарму, выберите продвижение войск и вы увидите, что здесь вы можете получить до 20% здоровья на каждый вид солдат. Ежедневно атакуйте лагеря 1, 3, 5, 7 или 8 уровня на карте и получайте удачные камни для продвижения. Еще на 20,5% здоровья можно увеличить в волшебном доме, который тоже находится в Академии наук. Анализируя каждый день, можно получать фрагменты магии, тем самым собирая сеты волшебной книги и увеличивая свои показатели. Вот, к примеру, у меня сет войны элементов 4 с 2 звездами каждой магии дает мне 1,5% здоровья. Кстати, еще один нюанс. У каждой магии есть уровни развития. Максимальный — это 30 уровень. И поднимая эти уровни, вы также будете добавлять себе небольшие проценты здоровья за каждый уровень развития. Изучите волшебную книгу самостоятельно. Я и так отнял у вас много времени. Ну и это еще не все. Разработчики максимально решили заморочить нам голову и ввели строй войск. Их у нас два: античный строй арбалетчиков Цинь и площадь древнеримского щита. В каждом строе можно поднять здоровье на 5% для всех видов войск. В разделах пикинер, конный лучник, арбалетчик и штурмовая тележка. Но использовать в бою можно только один строй, поэтому здесь мы получаем по 5% здоровья для каждого вида. Помимо всех этих способов, есть дополнительные атрибуты, разработанные для обороны замка. Например, в книге Вечной Жизни есть ветка защита здоровья, которая работает только в момент обороны замка. Здесь можно поднять здоровье обороняющихся войск на 22%. Но для развития этой науки вам потребуются свитки мудреца. Один свиток мудреца стоит 7200 камней науки. А также есть драконья графема 7 порядка «Сломать острие». Применяя эту графему в момент обороны замка, вы также можете увеличить здоровье и защиту ваших войск на 10%. Надеюсь, ничего не забыл. Если забыл, то обязательно напишите в комментариях, как еще можно прокачать такой важный атрибут, как здоровье. Ну что ж, пора сворачиваться. Спасибо, что уделили мне столько внимания. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и обязательно оставьте ваш комментарий. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч!